Насколько много способны понять животные? Могут ли они почувствовать, что в скором времени человеку понадобится их помощь? Мужчина по имени Джек и не задумывался об этом, когда забирал из леса волчонка, чтобы позаботиться о нем. И, конечно, он не мог даже предположить, насколько важную роль в его жизни сыграет этот маленький хищник. Джек Райзен жил в небольшом домике у леса на севере Канады. Он занимался изготовлением мебели из дерева и не особо любил общаться с людьми, хоть и был вполне приятным собеседником. Больше всего Джек ненавидел браконьеров, а потому часто конфликтовал с одним из местных жителей, которого звали Майкл. Этот человек занимался незаконным отловом диких животных. Как-то раз мужчина отправился на прогулку в лес. И вдруг он увидел, что на дереве висит что-то похожее на рюкзак. Приглядевшись, он понял, что это мешок, который используют браконьеры, чтобы отлавливать животных. Джек подошел ближе и дотронулся до ловушки. Он понял, что внутри находится несколько маленьких животных, и они еще двигались. Зимний день был холодным, и мужчине стало ясно, что зверьки очень скоро погибнут, если он не поторопится и не поможет им. Он побежал обратно домой, чтобы взять все необходимое для помощи им. Когда Джек вернулся, то увидел, что рядом с мешком сидит огромный волк. Мужчина замер, и хищник тоже. Затем волк отступил примерно на 4 метра, словно подпуская человека к мешку. Джек, не сводя глаз со зверя, расстелил на земле одеяло, установил на снегу стремянку и начал подниматься к ловушке. Когда он сделал надрез на мешке, оттуда показалась голова пушистого волчонка. Вероятно, в ловушку угодили дети этой самой волчицы, которая сейчас так пристально наблюдала за человеком. Джек достал волчат одного за другим. Их было 5. 4 сразу же подошли к волчице, а один так и остался сидеть на одеяле. Кажется, с ним что-то было не так. Волчица подошла к нему, а человек отступил на несколько шагов. Хищница сначала пыталась заставить щенка двигаться, подталкивая его, а затем вдруг взяла его и приблизилась с ним к Джеку. Мужчина снова замер. Все-таки рядом находился самый настоящий дикий зверь. Но этот зверь не собирался причинять человеку вред. Волчица просто оставила малыша у ног человека и ушла. А ее 4 волчонка последовали за ней. Джек по-прежнему не двигался, но теперь уже из-за того, что был поражен. Неужели хищница доверила ему своего малыша, чтобы тот заботился о нем? Как бы там ни было, Джек завернул щенка в одеяло и отнес домой. Он собирался сделать все возможное, чтобы помочь новому другу. Мужчина назвал своего питомца Кай. На следующий день он отнес волчонка к ветеринару. Оказалось, у малыша была сломана лапа, и ему пришлось наложить гипс. Дома человек делал все так, как ему рекомендовал врач. И вскоре щенок поправился. Время шло, и Кай становился все больше и больше. Он превратился в огромного красивого волка. Джек вел свой обычный образ жизни, и все было как раньше, за исключением того, что напряжение между ним и Майклом стало еще больше. Когда Майкл узнал, что волчата были освобождены, а сам он по этой причине лишился денег, его охватила злость. Джек, в свою очередь, обвинил Майкла в установке ловушки. Однажды ночью в доме нашего героя случился пожар. Кай в это время был в лесу. Он часто отправлялся туда на некоторое время, после чего всегда возвращался домой. Джек кашлял и звал на помощь, но его никто не слышал. В итоге мужчина потерял сознание. Когда он очнулся, то увидел перед собой пожарных. Его дом сгорел, но кто же спас его самого? Как это возможно? Он спросил об этом у пожарных, и все они с улыбкой посмотрели в сторону. Там стоял встревоженный Кай. Вскоре все прояснилось. Оказалось, дом Джека поджег Майкл, пытаясь выставить это несчастным случаем. К счастью, волк вовремя вернулся домой. Он схватил хозяина за воротник и вытащил из огня. Кай помог Джеку так же, как и Джек когда-то помог ему. Но кое-что еще заставило мужчину задуматься. Насколько же много способны понять животные?
Могут ли они почувствовать, что в скором времени человеку понадобится помощь? Та волчица, что доверила Джеку своего малыша, могла ли она знать заранее, что человеку будет грозить опасность? Этого никто не скажет. Но после всего случившегося, подобное виделось Джеку вполне реальным. До скорого!